Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Говорю. Так, какой у меня план на текущую игру? На самом деле план максимально простой, максимально эффективный и надежный, как швейцарские часы. Не отлететь в топ-8, и для этого мне помогает гоблин-убийца, потому что плюс одна монетка со старта лишней не будет. Что я здесь вижу по билдам? На самом деле здесь прикольные легендарки, можно что-то попробовать помутить с духом пятеркой, но у меня слишком много контента с духом пятерки, поэтому... Имею в виду аппаратом, а то духов пятерки 2, но я думаю, все прекрасно понимают, за какого пятерочку, за какого духа пятерочку я говорю. Короче, не отлетев в топ-8, вот такой вот у меня план, поэтому что правильно, работаем, еще раз работаем, будем отталкиваться от того, что имеем. Хотелось бы попробовать через темпларочку поиграть, что еще, ну, в принципе, ну, тут, если так посудить, либо ты играешь через темпларку, либо ты играешь через мантию короля и охотников, одно из двух. Вот что конкретно хочу выбрать я, пока что непонятно, если честно. По предметам со старта, конечно, прикольно, то, что мне медальон упал. Знаете, это как закон подлости. Когда тебе нужен медальон, он хрен когда тебе в жизни упадет. Когда тебе этот медальон не нужен, у тебя будет полный инвентарь этих медальонов, и ты их будешь не знать даже куда девать. И как назло, ты не будешь играть через эльфов, которые дополняют этот медальон. Оу май. А такое мне нравится. Я еще паночку вот так вот поставлю, может, ты мне сейчас... Бога Горна принесешь? Если ты принесешь мне Бога Горна, я буду только рад. Так, мне надо клевер. Клевер, это то, что доктор прописал. Так, начало мне пока что нравится. Начало пока что оптимистичное. Есть двоечка убийца. Если мне придется сейчас молния, либо маска берсерка, будет вообще шикарно, потому что гоблин-убийца со старта может намутить движа. Так-то может намутить движа. Так. Можно было бы инчу взять, ну, а можно и не брать инчу, правильно? Правильно. Можно взять уровень и поставить... не могу я поставить гоблинов, да, не могу. Ну и ладно, не могу так не могу, ничего страшного. Боже, какой ужасный предмет. Лучше бы я какой-то другой предмет нашел. На самом деле, это не то, что ужасный предмет, просто он как-то не вписывается в мои фигуры, вот. Вот о чем я хочу сказать. Вот о чем я хочу сказать. И, ребят, давайте с вами сыграем в игру. Как я уже говорю во многих своих роликах, тут тоже, кстати, чувак скилловый, Тусиков 2 звезды нашел. А станчик будет работать сегодня? Ну, типа, что-то станчика хочется. Ага. И ему дай станчик. Знаете, это как закон подлости, реально. Когда этот чувак против тебя, то тебе постоянно станы падают. Когда... Оу, май. А это то, что доктор прописал. Ребята, маршрут, короче, перестроим. Будем играть через пандочку. Будем играть через пандочку. Да-да. Так, а как мы будем играть через пандочку? Можно поиграть через духов. А можно поиграть будет через кого? Ну, через духов, либо же через богов Горн. Короче, будем играть через кунг-фу. Будем играть через пандочку и будем максимально пытаться ее реализовать. Я надеюсь, конечно, пандочка мне рано придет 2 звезды, потому что если она рано в 2 звезды ко мне не придет, то вот эти вот ребята скилловые, которые понаходили двухзвездочных фигур, меня порвут как тузи-грелку. Надеюсь, верю и держу как бы кулачки. Короче, что я хотел сказать по поводу убийцы Горна. Как назло, когда этот убийца Горн против тебя, то у чувака будет срабатывать постоянно эти станчики. Как только ты играешь через этого убийцу Горна, то кукиш тебе, а не срабатывание станчиков. Да-да, к сожалению, такая правда жизни. Горькая, болючая, но такая правда жизни. Я надеюсь, что мне ранняя панда придет в 2 звезды. Я очень хочу, чтобы ко мне пришла ранняя панда в 2 звезды. Очень хочу. Кстати, мне приходят хорошо орки. Возможно, я даже оставлю этих орков. Возможно. Мне на самом деле не хватает всего лишь одного орка, чтобы поставить баф 4 орков. Но я не могу поставить. Вообще мне надо Марси. Я хочу Марси, чтобы ко мне пришла. Я тогда смогу, если ко мне придет еще один волшебник, поставить фуловое кунг-фу и играть уже от фулового кунг-фу. Короче, что я хотел сказать. Давайте поиграем с вами в игру. 50 лайков под данным роликом. И я реализую какой-нибудь билд через мантию короля. Да, я знаю, что через мантию короля у меня довольно-таки часто иногда выходит на канале, но все же. Хотя нет, давайте какой-нибудь билд. Оу май. Оу май. Короче, 50 лайков под одним роликом, я реализую какой-нибудь билд через гритеров. Работаем? Работаем. Постараюсь не через мету играть, если что, постараюсь через какого-то не метового героя играть.
И я надеюсь, что на 10-м раунде ко мне упадет реликвия яиц. Потому что что? Потому что мне нужна эта реликвия. Я хочу эту реликвию, чтобы сделать максимально быстро себе пандочку в 2 звезды. Как только эта пандочка будет 2 звезды, мы будем кайфовать и кайфовать. Короче, план надежный, как швейцарские часы. Еще раз говорю. У меня ранняя панда будет? Надеюсь, что у меня будет ранняя панда. Я очень на это надеюсь. Тьфу-тьфу-тьфу. Я сейчас, конечно, немного сгладил, но я надеюсь, очень надеюсь, что все будет хорошо, и у меня панда ранее в 2 звезды будет. В общем, 50 лайков по данным роликам, и я буду реализовывать билд через гритеров. Все, вот такое вот у меня предложение к вам, поэтому что мне будет намного интереснее, когда... Какая красота, боже, вот только бы мне сейчас... Вот только бы мне сейчас яйцо пришло, вот это было бы шикарно. Или оставить лучше баф орков может оставить. Или может не оставить. Можно попробовать еще поиграть через кунг-фу плюс эльфы. Тоже неплохо будет. Но надо будет смотреть, кто будет против меня играть. Может через зверей кунг-фу поиграю вообще. О-о-о. Посмотрим. Посмотрим. Короче, мне так просто намного... интереснее агитировать вас на лайки, и, соответственно, мне намного интереснее творить контент. Вот и все. Вот и все, ребят. Вот и все. Поэтому ставим лайки, и я вот вам предлагаю билд, который я буду реализовывать по максимуму. Все. Работаем. На самом деле, вариантов развития событий много. Но мне нравится вариант развития через синергию кунг-фу. Тут просто есть даже несколько вариантов, как можно реализовать синергию кунг-фу. Если против тебя маги, можешь поставить смело 6 морских. Если против тебя, соответственно, какой-то физурон, ты можешь поставить эльфов, либо же 6 духов. 6 духов даже будет вообще полный развал. Оу май, как же вкусно. Я могу поставить сейчас фуловое кунг-фу. Я как-то, знаете, фуловое кунг-фу поболее верю. Фуловое кунг-фу это то, что доктор прописал. Короче, здесь множество вариантов, как я могу поиграть. Множество. Я, правда, очень хочу, чтобы мне панда пришла в 2 звезды. Очень этого хочу. А уровень я, кстати, взять не могу. Ладно, выйдем пока что монетки. Выйдем пока что монетки. У меня все шикарно. Все шикарно. Только вот, ребят, держим кулачки за то, что мне сейчас еще придет один хитрец и будет замечательно. Неужели это будет каточка, в которой мне панды приносят рано? И ты просто сидишь и кайфуешь и наслаждаешься от игры. Просто показываешь, какой у тебя скилл, и на скиллухе тащишь. Если мне сейчас еще и будут предметы приходить с первого раза, так это вообще будет песня. Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше сплюнуть. Пока что неплохо. Мобов я, в принципе, должен затащить. Я уверен, что мобов затащу. Надо вот этот вот меч, конечно, будет скипнуть. Но я сейчас пока что скипать меч не хочу, потому что есть мастерская бума. Может, попробую сразу предмет 3-го тира найти. Может, мне упадет джезл, точнее, посох 3-го тира, который на 20 стаков, и будет вообще замечательно. Вот это будет вообще прекрасно. Так вот сделаю, чтобы у меня Марси быстро не сдохла. Пивная панда тоже, чтобы хоть что-то начудила. Потому что, на самом деле, когда пивная панда накинет свое пиво, и туда прилетит какая-то способность, будет замечательно. Все, это легчайше. Это будет легчайше. Еще и колечко на плюс 20 мана упало. Боже. Это то, что доктор прописал, потому что у меня хитрец сейчас будет прыгать, и, соответственно, еще и мана регенит. Еще и мастерская бума сверху. Как же это кайфово. Но я пока что переработать ничего не могу. Вот это не кайфово. Или могу? Ладно, предмет 2-го тира попробую поискать. Возьму ману плюс 50. Чтобы у меня со старта сразу хитрец был с фуловой маной. И сразу со старта всем накидывал свою способность. Блин, мне на самом деле уровень нужен. Надо быстро еще раз быстро переходить в инкам. Можно попробовать реально через духов. Блин, на самом деле, у меня глаза разбегаются, на чем я хочу поиграть. Типа, хочется поиграть через духов, потому что, на самом деле, играть через духов это очень мощно. Кто вдруг не знает, почему я так топлю за духов, так это, ну, элементарно. Элементарно, потому что синергия кунг-фу будет работать как на духов,
так и, соответственно, на все предметы, которые у меня будут. Тут мне, конечно, охотники порвали. Ну, это 6 ранних охотников, ничего страшного. Надо верить в то, что мне сейчас хитрец придет. Ну почему ты? Дурацкий Шторм Спирит. Короче, вдруг кто не знает, то синергия кунг-фу работает на любой предмет, это во-первых, на любую способность, соответственно, которую кунг-фу будет наносить. И, соответственно, так как у меня будет синергия духов, то кунг-фу будет работать еще и на синергию духов. И вот этот вот клевер, я скипать на самом деле не хочу даже до хай уровней. Почему? Потому что клевер будет увеличивать шансы на срабатывание синергии кунг-фу. Кто вдруг не знает, как работает синергия кунг-фу, то синергия кунг-фу работает от урона с руки, от количества хп у противника, соответственно, чем его меньше, тем выше шанс срабатывания, и, соответственно, ну и все, в принципе. Вот такие вот шансы. Чем больше у вас урон с руки, чем больше урон у вас способности, тем, соответственно, выше шанс, что сработает уменьшение хп и, соответственно, ваншота. Вот как сейчас. На самом деле, если придет мне хитрец в 2 звезды и придет мне посох 3-го тира, я просто всех буду разрывать здесь. Ух и прах. Как же мне охотники идут. Как же мне идут охотнички. Эльфийскую волшебницу пока что возьму. Может, мне здесь пригодятся эльфы. Блин, мне так хорошо орки идут. Но орки могут быть слабыми для меня. Типа, как бы я не хотел, как бы и не крутил, то орки могут для меня быть слабыми. Ладно, короче, орков я продам. Как бы мне грустно не было, я хочу орков пока что продать. Но они мне не нужны, объективно. Играть через орков будет довольно-таки слабо, потому что я там вижу, есть одного воина, а против воина лучше всего собрать либо же будет чернокнижников сверху. Ах ты ж падла! Неужели ты не можешь мне просто дать одного хитреца? Ну неужели так трудно? Одного единственного хитреца. Жлоб. Жлоб-то, а не панда. Там чел играет на воинах, но у него тупо денег нет. Ну, кстати, против воинов синергия духа будет хорошо смотреться. Так как там есть дух пятерка, можно будет еще духа пятерку через мантию закерить, если она мне упадет. Тогда дух пятерка, мало ли того, что будет срабатывать синергию кунг-фу, то есть его будет активная способность, это вот пассивка, триггериться от любого дебафа, так еще и будет срабатывать синергию кунг-фу сверху от его урона. Вот это будет полный развал кабины. Но для этого мне надо, чтобы упала мантия. Ну, короче. Как мне нравится, когда ребята играют через лустрик. Вот это вот я обожаю. Вот это обожаю. Просто. Экономишь кучу хп. Есть больше шансов, что тебе что-то придет. Вот в данном случае пока что мне приходит губозакаточная машина, но ничего страшного. Ничего страшного. Это мы переживем. Это мы как-нибудь допереживем. Что-то у меня так нос чухается. Так, сейчас, наверное, на 15 раунде я попробую, когда шмотки упадут, попробовать найти предмет 3-го тира. Может получится, а может не получится, кто знает. Пожалуйста, хитрец, хитрец, молю, приди. Молю. Так, я использую способности главного нытика авточеса. Хитрец в 2 звезды. Прямо сейчас, после этого раунда, ко мне приходит хитрец в 2 звезды. Главный нытик авточес. Давай, мои супер-омега способности должны сейчас работать. Там, кстати, эльфы собираются. На самом деле, так как я буду играть через кунг-фу, для меня эльфы это просто булочка с маком. Правда, минус в том, что они будут пикать мою Марси. Это огромный минус. Ну, как мы видим, для кунг-фу вообще плевать. Мопчики, не мопчики. Вообще плевать просто. Ну, разрыв тоталити происходит. Как же это круто. Не упал мне хитрец. Вот это, кстати, предмет, который мне сейчас упал 2-го тира на 50% возвратки урона. Это имба. Ребят, кто вдруг этот предмет недооценивает, то сразу вам хочу сказать, это имба на синергии кунг-фу. Потому что я напомню, что кунг-фу работает на любой предмет, который наносит урон.
Мьёльнир, щит 5 тира, цепочка, догон 4 тира, 2 тира вот этот предмет возвратка урона 50%. То есть 50% возвратки чистого урона. Для синергии кунг-фу это то, что доктор прописал. Вот прикиньте, мортетка вам прыгает, дает критульку на 3000, а вы 1500 возвращаете, так еще и с ваншотом. Потому что может синергия кунг-фу сработать. А? Вкусно? Еще и как вкусно. Не то чтобы вкусно, а капец как вкусно. Поэтому, ребят, кунг-фу это лють. Ну и, соответственно, если есть хитрец, и если он ранее в 2 звезды приходит, то полный развал кабины происходит. Такое развалище происходит, что ну его в баню. Ну и мне нравится, когда вот такой вот спам происходит тоже. Ну не всегда, конечно, мне нравится. Допустим, против зверей довольно-таки трудно будет играть, если будет очень много спама, если, соответственно, у меня не будет никакого никакого урона нормально, адекватно. То есть не будет щиточка 5 тира, вот такого посоха 3 тира. Ах ты ж падла. Бывает. МК это, конечно, сильно. Это очень сильная МК. Но можно вместо Марси поставить, в принципе. Просто там у меня на Марсе будет огромная конкуренция, когда буду собирать. А вот. Вот. Ой, там еще и жрецы собираются. Это не то, что мне хочется. Не знаю, Марси классный на самом деле. Типа я не хочу и Марси скипать, но я знаю то, что Манки Кинг тоже будет отлично смотреться против спама. Ох, какой вкусный урон. Ой-ой-ой, как же это вкусно. Ну и на самом деле Марси 1 на 1 хорошо. Сюда, Винстрик, сюда. Блин, да где мой хитрец 2 звезды? Мне пивная панда только в путь приходит, а хитрец не хочет мне прийти. Больше кунг-фу, богу кунг-фу. Не знаю, короче, наверное, еще баф чернокнижника поставлю. Баф чернокнижника будет неплохо смотреться. О, маги собираются, это плохо. Меня теперь будет немного разрывать о том, что мне надо будет найти еще шарбезное. Но на самом деле, а что меня будет разрывать? Я могу поставить синергию морских сверху. 4 морских сверху мне поможет. Мне самое главное это найти щит 5 тира, который мне будет дефать. Тут пока что меня выносит. Пока что туго. Туго, потому что у меня нету хитреца. Так хорошо со старта приходил. А сейчас так хорошо сливается. Ну ладно, против охотников я все-таки сделаю себе духов. Там и эльфы. Короче, духи. Короче, будут у нас духи. Будем разрывать сегодня на духах. Там и дух 5 есть, поэтому все будет просто чики-бомбони. Сейчас такой разрыв тоталити. Где ты, падла, бродишь? Ребята, позвоните кто-нибудь провидцу, хитрецу, чтобы он уже наконец-то приехал ко мне. Что за дела происходят? Хитрец, ну, проснись. Ты ко мне так рано пришел, потом еще раз так рано пришел, а теперь все, сдаешь позиции. Мы с тобой так не работаем. Туго, туго. Давай. Ух. Как я обожаю, когда пивная панда... Да, это... Я так рассчитывал, что его инстрик собью. Наконец-то наныл. Наконец-то я это наныл. Наконец-то. Все. Все. А теперь игра заиграет иными красками. А вот теперь начнется реальная, серьезная игра. Это была всего лишь разминка, а это будет сейчас реальная, серьезная игрулька. Короче, Марс я продал. Со слезами на глазах я продаю Марси, потому что на самом деле я обожаю Марси. Марси это нечто. Марси это такая куколка, просто разваливает кабину в пух и прах. Но со слезами на глазах я ее сейчас пока что скипнул. Там магов куча. Мне против магов надо будет шарбезное. Духи это, конечно, круто, но вот против магов нужно будет дефаться. Иначе, если там грамотные маги, то они кабину сорвут без шансов. Я хочу награду за гоблинов. Награда за гоблинов это то, что доктор прописал. Это нам надо. Ну и духов пока что буду собирать. Духов я буду собирать против всяких вот этих вот мерзких охотников, вот этих вот всех.
Против эльфов неплохо будет заходить духи. Короче, много против кого будут, соответственно, духи заходить. Там 2 мага всего лишь, но против магов мы как-то еще поиграем. Короче, скипну. Я так не хочу шарбезный скипать. Там уже темпларку чел нашел. Просто морские это круто. Но... Маска 5-го тира у чувака на вайпере. Прикольно. Ладно, я, короче, возьму все-таки шарбезный, потому что там есть всякие антимаги вот эти вот. Возьму шарбезный. Ну, береженого Бог бережет. Лучше перегадить, чем не нагадить, правильно? Чтоб мне так темпларка приходила на 8 уровне. Обалдеть. Так, чуваку там винстрик сбили. Это мой был винстрик. Ну ладно, я к тебе еще приду. Ну все, с хитрецом 2 звезды сейчас дело пойдет. Мне еще и пивная панда приходит, отлично. Так, еще можно награду за гоблина сейчас заюзать. Сейчас мы быстренько в 10 уровень выйдем. Сейчас быстренько мы найдем всех духов. И будет игра... куда? Вернитесь предметы обратно. Я чисто случайно только что кликнул на распределение предметов. Так, кольцо. Кольцо чуть не потерял свое кольцо. Фродо нашел свое кольцо. Я его чуть не потерял. Так, ну на самом деле, мага я бояться уже не буду от слова совсем, потому что от мага нет никакого смысла. Типа, маги сильно, но у меня уже шарбезный есть. Единственное, что у меня нет никакого отхила, и этот вопрос надо будет порешать. Да, такой вайпер слабый. На самом деле, ребят, это, конечно, круто, когда вы находите вот так вот маску 5-го тира и делаете одного керри, допустим, того же самого вайпера, но не делайте так. Не делайте, потому что это лютая огромная ошибка. Лучше сначала найти нужные предметы, которые вам будут помогать продвигаться до лейт-стадии, а потом уже находить себе нужные предметы, соответственно. То есть вот эти вот маски 5-го тира и тому подобное. То есть вы, когда играете на магах, вам в первую очередь, в 99% случаев нужно идти посох 3-го тира, потому что это ваш мейн дамаг. Не будет у вас посоха 3-го тира, вы будете потом локти кусать из-за того, что не найдете посох 3-го тира. Все. Это ваш мейн дамаг. Когда вы на маге, ну, на котле, допустим, вы с задувки наносите 400 урона, да, то вы будете наносить 1200 урона. Ну, есть разница. А это всего лишь один посох. Это я уже не говорю за синергию магов, которая еще сопротивление понижает. Ну, как я сказал, мне на магов сейчас абсолютно плевать. У меня, во-первых, есть брошка 2-го тира, которая возвращает 50% урона. А так как у меня еще и синергия кунг-фу, то эта брошка возвращает не 50% урона. Далеко не 50% урона. Максимально по-жлобски поступаю сейчас. Видите, я в 79 монет выхожу. Потом, если я выиграю, я, соответственно, никого не докупаю, потому что у меня будет 80 монет за победу плюс 1. А если я проиграл, то я, соответственно, продам одну лишнюю фигуру и выйду обратно 80 монет. Так, там у 2 типов есть винстрик. Это все мне? Это все мне? Готовьте свои попки, я иду к вам. Брейте ноги, я в дороге. Сейчас мы с вами пообщаемся. Тет-текст. Скажем так, у нас с вами сегодня будет тесное общение. Зверей я не боюсь, хотя на самом деле зверей надо бояться, потому что отхила у меня никакого нету, возвратки урона у меня никакого нету, и звери мне могут просто тупо переспамить. И это будет печально, больно, ну да ладно. Там, кстати, чел через мартретку играет как-то. Интересно. Но на самом деле, типа, найду я себе фулл духов, и мне будет абсолютно плевать. Боже, как это жестко. А, у него хаотичный договор. Я думал, у него сейчас винстрик заберу. А у него оказался хаотичный договор. И у меня не получилось у него винстрик забрать. Прикиньте. Какой хитрый. Какой хитрый молодой горячий. Так, это мобы. Против мобов надо сейчас нормальную расстановочку сделать. Ну и мобов я сейчас спокойно распетляю. И Манки Кинга, на самом деле, там, если в лейт-стадии все будет грустно, то я могу его покерить. Вдруг чего.
Мне бы сейчас посох третьего тира, и было бы идеально. Посох третьего тира. Пожалуйста, пожалуйста, давай. Посох третьего тира с первого раза, и я буду доволен. АСМР-контент. Вот я, знаете, сейчас словил себе на мысли на том, что я так медленно начал говорить в моменте. АСМР-контент. С моим охрипшим голосом. Только устраивать АСМР-контент. Так, ну, на самом деле у меня все хорошо. Отхила никакого нет, вот это плохо. Типа, мне маска второго тира упала, это круто. Кстати, если что, я не просто так всех сейчас делаю на последний ряд. Я это делаю из-за того, что у меня есть противник, который играет на... О, да. О, да. О, да. Да. Это идеально. Там, кстати, чел мартретку в 3 звезды нашел. Но мне это не грозит. У меня есть какой-никакой отхил. Мне это не грозит. А когда я найду фуловое кунг-фу, соответственно... Ой, фуловое кунг-фу, фуловых духов. Мне вообще это вдвойне будет не грозить. Но мне нужен какой-нибудь отхил. Мне нужен какой-нибудь отхил. На самом деле нужно баф чернокнижников поставить. Хотя бы, чтобы у меня было чуть-чуть отхила. Даже если я ту мартретку каким-то образом ваншотну. Вот это, кстати, плохо. У чела там сейчас хороший предмет. Единственное, что у чела там нету посоха третьего тира, но это плевать. Ладно, сейчас разберемся, короче, с ним. Кстати, это тоже плохо. Ой, елки-палки, это вдвойне плохо. Мало того, что у него посох третьего тира. Ваншот, ваншот, ваншот. Ну, ваншот. Вот тварь, прикиньте, ваншот не сработал. Да, вот так вот играешь на своих кунг-фу, а тебе тупо ваншот не может работать. Ну ладно, бывает, окей. Мне еще и Дум сверху просто прилетел. Ну ничего страшного, сейчас мы с ним разберемся. Это ненадолго. Это далеко ненадолго, дорогой мой сладкий. Сейчас мы с тобой пообщаемся. Готовься. Поставлю пивную панду. Я думаю, с пивной пандой будет все намного поэффективнее. Ничего страшного, да, я проиграл вот этому вот Джаггернауту крутящемуся. Но мы этот вопрос сейчас порешаем. На самом деле у него идеальные предметы там упали, прикиньте. Ему упал и посох третьего тира, и драконий рог. Если ему сейчас еще и маска с первого тира, с первого раза придет на пятого тира, то это будет вообще поплава лютая. Это будет больно. Против него нужно будет придумать иной билд. Мне по-любому нужно будет Дум искать. Хотя на самом деле я могу спокойно его законтрить. Мне тупо нужно будет только несколько предметов. То есть маска пятого тира, щит пятого тира и все, в принципе. Все остальное у меня в достатке будет. Вот у меня есть брошка второго тира. Вот охотников я уже рву без шансов. Типа на охотников плевать абсолютно. Короче, брошка второго тира есть. Клевер есть. Ничего себе, инвокер пришел. Ничего себе. Ничего себе. Вот так вот, вот это вот, конечно, подгончик. Неожиданно, нежданно. Прикол. Ну, пусть инвокер будет пока что. Пусть пока что будет. В общем, брошка второго тира. Щит пятого тира. Посох третьего тира. Маска пятого тира. И все. Этот Джаггер будет в могиле. Да я его тупо... Он сам себя ваншотнет. Вот эта вот крутилка ж, она будет меня дамажить, а у меня будет брошка второго тира, которая будет возвращать 50% чистого урона. И что вы думаете, что с ним будет? Естественно, с ним будет такая лютая поплава, что он пожалеет о том, что он ко мне когда-нибудь в жизни приходил. Кстати, морских на всякий случай буду покупать. Что-то мне не нравится, там эти маги. Самое главное, чтобы ко мне Дум не прилетел. Вот, я больше всего Дума опасаюсь. Мне даже, скорее всего, понадобится мифриловый доспех. И либо я его выкину быстрее из игры. И тогда мне мифриловый доспех не понадобится. Опа, Чиназис. Чиназис, это хорошо. Так, кстати, о птичках. Кстати, о птичках. Нужен ли мне реально этот инвокер? На самом деле не нужен. Мартретка там сильная.
Да я думаю в баню, короче, продать этого инвокера. И поставить, наверное, пока что Горн на Агр. Хотя, я думаю, Горн на Агр это пока что такая себе тема. Прикиньте, мне упал инвокер с волшебницей эльфийской. Обалдеть. Прикольчик, конечно. Гриттер это плохо. Гриттер это очень плохо. Гриттер меня не радует. Гриттер меня вообще не радует. Ой. Чертов Дум. Надо расстановку сейчас поменять, потому что меня вот этот вот чел тупо своим антимагом задержал. Ну ладно, я на самом деле надеюсь, что я сейчас в скором времени фулл духов найду, будет все замечательно. С фулл духами у меня будет все прекрасно. О, один дух есть. Я инвокера продам, наверное. Да и фулгор, наверное, продам. Типа я не знаю, в нем нет никакого смысла от этого фулгорна. Пока что я, короче, в нем не вижу надобности, если что, потом докуплю. Если хан будет приходить, то я, соответственно, оставлю. Если хан не будет приходить, то я, соответственно, не оставлю. Так, МК. Инвокеров продам. Так, пивная панда, отлично. Отлично. Усиление одно есть. Так, Рубик, иди погуляй, Рубик. Блин, на самом деле будет круто, если ко мне придет хитрец в 3 звезды. Это будет идеально. Это будет идеально. Хитрец в 3 звезды. Это будет не то, чтобы идеально. Это будет вообще прекрасно. Я, конечно, губу сильно раскатал на то, что мне хитрец в 3 звезды будет. Но хотелось бы. Хотелось бы. Хотелось бы иметь хитреца в 3 звезды. Было бы круто. Так, яйца, отлично. Яйца это хорошо. Хан. Хан это тоже круто, но. Ладно, на всякий случай горн можно поставить. Я пока что на самом деле даже предметы не могу переролить. Я типа не знаю, какие предметы мне лучше. Типа, не, ну я знаю, какие мне предметы лучше. Но у меня нечего ролить. Вот о чем я. Поставлю пока что немного горна. Я думаю, не помешает. Плюс синергия богов у меня будет. Я, кстати, немного расстановку поменял, чтобы мне этот антимаг снова не присосался. О, май, там гриттер. А это плохо. Это очень плохо. Тупой ты жрец, чтоб ты долго жил. Несмотря на то, что он взял моего хитреца под контроль, я его еще и вынес. Пока-пока. Пока-пока. Я еще и винстрик ему снес. Хорош. А что там дух пятерка будет сегодня? Так хочется духа пятерку найти. Так, отлично, есть ханчик. Ханчик пойдет еще на яичко. Хитреца пока на связи не видно. О, дух пятерка. Пу-пу-пу-пу. А не делал ли я ошибку? Так, ладно, морфа я не буду собирать.
Конечно, это круто, но морфа мне в 2 звезды будет достаточно. Отхил нужен. Без отхила тяжело. Против мага без отхила очень тяжело. Да. Хоть ваншот и работает, но не так, как хотелось бы. Хорош, пивная панда. Знаете, в чем минус? В том, что у меня стаки сейчас падают на посохе 3-го тира из-за того, что у меня сдыхает хитрец. Мне нужен 1 хитрец, пожалуйста. Я его соберу в 3 звезды. Я даже думаю, что мне ж яйцо упадет. Ну, по крайней мере, хочу в это верить, что мне упадает. Тайдуха. Тайдуха. Ладно, яйцо, короче, кину в Манки Кинга. Тайдуха мне пригодится. Там есть гритер неприятный. Так что Тайдуха мне пригодится. Хотя и 9 магов есть. На самом деле, больше всего я сейчас опасаюсь это гритера. Гритер может мне устроить прям такую поплаву лютую. Так, одного выкинул, отлично. Да. А я так надеялся, что у него упадет сейчас хитрец. Я прям видел, как он ко мне падает. О. Ну, что я могу сказать, товарищи? От Горна мне нет никакого смысла абсолютно, потому что там есть гритер с антимагом 3 звезды. Единственное, что мне поможет против такого антимага, так это... Ну, морские, на самом деле, могут мне помочь. Без рофлов сейчас мне в действительности могут помочь морские. О, как там еще и 5 драконов, 12... Ого. Ничего сам там чел себе гигантский стол сделал. Отхила нет. Тяжело без отхила. Я думаю, все-таки надо морских поставить. Хочешь, не хочешь, а морских надо ставить. Да. Хочешь, не хочешь, а морских надо поставить будет. Хотел красиво сыграть. Охотник, я думаю, уже вылетит. Охотник уже слабый. Надо готовиться к морским. Этих, короче, мы выкинем. А к морским будем готовиться. Зачем я такой апнул сейчас, получается? Зачем я только что апнул? Ой, ладно, пусть будет. Для красоты. Для красоты пойдет. Жалко, что у меня так посох туго стакался. Не, против такого антимага в действительности надо будет сейчас морских ставить. Чтобы он сам себя тупо взорвал. Так, МК пригодится. На самом деле, на всякий случай МК даже соберу. Если будет приходить так хорошо, то я, соответственно, МК соберу. О, цепочка. Цепочка это хорошо. Так, цепочка вместо кристалла маны пойдет. Вместо кристалла маны пойдет. О да. О да. Ну что, ребята, вы готовы? Сейчас будет контент. Сейчас мы выкинем быстренько этого охотника. ХП у меня позволяет еще немного пожить, а потом мне надо будет срочно перестраиваться в морских. Перестроюсь в морских, я думаю, этого антимага я взорву. Плюс у меня есть щит 5-го тира, который будет возвращать его урон. Короче, будет весело. Будет сейчас весело. Маг этот жесткий, но посоха 3-го тира у него нету, поэтому это маг слабак. Чел даже не знает, что ему посох 3-го тира надо. Печально. Печально, что такой огромный потенциал, но юзать он его никак не может. Ну, что поделать? Так, ну все. Пока. Рад был повидаться с тобой, охотник. До свидания. Был ты сильным,
Но, как говорится, был. Вот так вот. Так, минус охотник, все, теперь можно смело ставить сейчас морских. Смело, не задумываясь, ставить морских. Как бы жалко не было мне духов скипать, но в любом случае надо. Надо, Федя. Надо, Федя. Отхила у меня нету. То, что нет у меня отхила, это меня не радует. Уже по привычке тупо купил сейчас себе, если что. Челика. Так, отлично. 6 морских. Отлично. А что там, Манки Кинг можно? А Манки Кинга можно? Ну, пожалуйста. Дух пятерок, это классно, что ты ко мне так приходишь, но ты для меня бессмыслен против Гритера, к примеру, хотя бы. Так, ты духу просто так на изи. Боже, я мажировань на яйца. На самом деле мне либо один хитрец, либо один Манки Кинг. Я делаю трехзвездочную фигуру. Так, вот пришел ко мне долгожданный челик. Ты готов? Ой, раз ваншотик сработал. Ой, два ваншот сработал. Ай, какая незадача. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус имба. Минус имба, и осталось два мага. Что сейчас будет с двумя магами, как вы думаете? Поплава лютейшая. Ладно, дай мне Манки Кинга для красоты. Манки Кинга дай. О, сюда. Так. Ну, для красоты апнуть 3 звезды можно его. Все, вот так вот. Для красоты. Хотя на всякий случай можно поставить, можно его захерить, потому что что? Потому что там вайпер. Хотя, я думаю, и не стоит. Хотя можно. Я думаю, там чел просто в шоке сейчас сидит и думает, такой, боже, чел, что ты такое собрал? Что это такое? Что это такое? Я еще сейчас клевер отдам, чтобы намного жестче могло сработать моя синергия. Да все, ему по плаву, у него посоха третьего тира нету. Тоже вот играет чел на магах и не понимает, что ему нужен посох третьего тира. Сразу минус половина хп. Да! Разрыв. Кунг-фу не имба. Красивая катка. Очень красивая катка. Я доволен. Да. Не, ну вот этот вот чел, который на Эз. У него хороший, мощный стол, но чел не нашел себе посох третьего тира и дамага тупо нету. И вот чел тоже на вайпере. Не нашел себе посох третьего тира и толку. Антимаг сильный, но мне плевать на этого антимага, потому что я его взорвал. Взорвал без шансов. Имба была наказана. Напомню, ребят, что синергия кунг-фу работает на все предметы атакующие, на все атакующие синергии, если, соответственно, бьют, допустим... Вот, допустим, вы играете через 6 духов и бьют, допустим, вашу панду кунг-фу. Если сработала синергия духов на панду кунг-фу, то последнего уровня синергия духов, она наносит урон 20% от максимального хп противника. И это жестко. И типа на эту синергию может срабатывать синергия кунг-фу. Так же самое это касается всех домашних предметов. Щит 5 тира, брошки 2 тира, которые на 5 секунд активируются, молнии 5 тира, которые, когда вас бьют, соответственно, могут сработать. И вот это вот все может сработать, соответственно, на синергию кунг-фу. Это очень жестко. И клевер, чтобы вы понимали, синергию кунг-фу бафает. Бафает на шанс срабатывания. Это очень приятный предмет для синергии кунг-фу. Поэтому юзайте, пользуйтесь и все такое. Добавить мне по этой каточке нечего. Каточка была классная, прикольная, мне очень понравилось. Имба на антимаге 3-звездочная наказана и уехала в Next Lobby даже в топ-4. Это вообще шикарно. В топ-4 молодой отлетел. В топ-4. Круто? Еще как круто. Что вы думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также я напомню, 50 лайков под данным роликом, и я буду записывать синергию гритеров, а также кто не подписан на меня, обязательно подписывайтесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура, и до миллиона недалеко.
Также не забывайте, у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!